Екатерина. Я пришла летать в 19 лет. Авиакомпания взяла нас под свое крыло. Я люблю путешествовать. Друзья, всем привет, с вами Михаил. Сегодня вы смотрите второй спецвыпуск о работе бортпроводников. И сегодня гость этого выпуска – старший инструктор авиакомпании Smart-Avia. Ее зовут Екатерина. Добрый день, меня зовут Екатерина. Я старший инструктор подразделения город Санкт-Петербург авиакомпании Smart-Avia. Екатерина, как у вас возникло желание стать бортпроводником? Авиакомпания Smart-Avia совершила свой первый полет в 1930 году. Я пришла в авиакомпанию в 2005. Это было мое второе собеседование. Первое собеседование я прошла в «Газпром-Авиа». Нас пришло 20 человек. Взяли только двоих девочек. Следующее мое собеседование это было Smart-Avia. Называлось «Архангельские воздушные авиалинии». Это был один из самых больших наборов. Нас взяли 60 человек. Авиакомпания взяла нас под свое крыло, выучила нас, дала возможность работать и дальше динамично развиваться. Екатерина, почему вы выбрали авиацию? Может быть, кто-то из ваших родных, близких, друзей работает в авиации и вам порекомендовали? Или вы просто пришли из другой сферы? Я пришла летать в 19 лет, ни родственников, ни друзей в авиакомпании у меня не работал в авиации. Я выбрала эту профессию, то, что я люблю путешествовать по России, общаться с новыми людьми. И это, можно сказать, нестандартная профессия, да, не офисная работа. Да. Мы постоянно путешествуем, у нас красивая форма. Как стать бортпроводником авиакомпании Smart-Avia? Что для этого нужно? Чтобы стать бортпроводником, необходимо пройти врачебно-летно-экспертную комиссию, далее пройти обучение в школах бортпроводника. Потом вы подаете резюме на сайте авиакомпании Smart-Avia, когда идет набор. Вас приглашают на собеседование. Вы проходите успешно собеседование, приходите к нам на трудоустройство. Далее с вами занимаются инструктора по наземной подготовке. Следующий полет у вас будет рейсовая тренировка. Следующий полет у вас будет контрольно-проверочный рейс. И тогда вы будете выполнять самостоятельные полеты в качестве бортпроводника. Екатерина, вы работаете старшим инструктором. В чем заключаются ваши профессиональные обязанности? Организация работы инструкторов, проведение сезонных подготовок бортпроводников, выполнение контрольно-проверочных полетов для подтверждения квалификации бортпроводника, которая осуществляется один раз в год. Уважаемые пассажиры, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Самолет имеет 8 аварийных выходов, 2 в передней, 2 в хвостовой части самолета и 4 аварийных люка на плоскости крыла. Все выходы оборудованы автоматически надуваемыми трапами. Каждый выход обозначен световым таблом «Выход». Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходу. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. Потяните маску на себя, плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты, после включения табло застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Просмотрите ее внимательно. В каких городах базируется авиакомпания Smart-Avia и какие направления предлагает своим пассажирам? Авиакомпания Smart-Avia базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москва. Из Архангельска наши любимые пассажиры могут улететь в Санкт-Петербург, Москву, Нарьян-Мар
Из Санкт-Петербурга вы можете приобрести билеты в Самару, в Казань, в Архангельск, в Нарьян-Мар, в Уфу, Челябинск, Сочи, Симферополь, Геленджик и еще много интересных направлений. Уважаемые пассажиры, мы прилетели в Сочи из Санкт-Петербурга на современном воздушном судне А320 «Нео». Наши рейсы из Сочи также осуществляются в данный момент из Москвы. В летний период есть возможность приобрести билеты из Архангельска, Сыктывкара, Мурманска, Волгограда и Омска. Приглашаем вас воспользоваться услугами «Смартавиа». До новых встреч на борту наших самолетов и добро пожаловать в наш дружный коллектив вашей «Смартавиа». Из Москвы авиакомпания «Смартавиа» предлагает вам Сочи, Самара и еще много разных направлений. Из каких типов воздушных судов состоит авиапарк авиакомпании «Смартавиа»? В авиакомпании «Смартавиа» 15 воздушных судов, 3 Аэробус А320 «Нео» и 12 бортов Boeing 737-700 и 800. Какими документами руководствуются бортпроводники в своей работе? Бортпроводники руководствуются разными документами. Один из них – это руководство для бортпроводников, которое содержит в себе такие главы, как авиационная медицина, обеспечение безопасности, подготовка и выполнение полетов, перевозка опасных грузов и много разных других глав. Какие требования предъявляются к внешнему виду бортпроводника? Короткие волосы должны быть уложены и иметь однотонный цвет. Если у вас длинные волосы, используйте ракушку либо пучок. Шейный платок должен быть завязан в форме цветочного бутона. В зимний период у нас есть брюки либо юбка, также жакет. В летний период мы носим платье ярко-кораллового цвета. Екатерина, какие у вас интересы и увлечения в свободное время? Я увлекаюсь хендмейд, даю новую жизнь старым вещам для своего интерьера. Люблю посещать Павловский парк со своим сыном. Мы катаемся на велосипедах, гуляем, любим посещать Эрмитаж, нравится живопись. Посещаем Петергоф, любуемся красивыми фонтанами. Друзья, это было очередное интервью с бортпроводником. Подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропустить следующие интервью с бортпроводниками других авиакомпаний. Всем пока!